На меня смотрели эти северокорейские гиды. И я просто стоял, смотрел прямо, и я не поклонился даже подбородком. Тогда мне было действительно страшно. Всем привет, друзья, меня зовут Рома Смит. Сегодня у нас такая серьезная тема. Сегодня я хочу вам рассказать о своей поездке в Северную Корею, которая произошла год назад. В марте 2019 года я совершил поездку, которую мечтал сделать очень долго. Где-то, насколько я помню, с 15 лет я мечтал попасть в Северную Корею. Увидев первый раз что-то, документальный какой-то фильм или что-то где-то по новостям про Северную Корею, я очень заинтересовался этой темой. За прошедшие 2 года я побывал во многих странах, многие знают, подписчики моего канала и зрители, что я работаю бортпроводником в катарских авиалиниях. И за прошедшие 2 года я очень много где побывал, но я ничего не видел даже близко похожего на Северную Корею. Можно, конечно, сказать, что Вьетнам немножко похож на Северную Корею, хотя это совсем не Северная Корея, просто своим коммунистическим строем. Китай относительно похож, но все равно нет ничего даже близко рядом стоящее на сегодняшний день похожее на Северную Корею, поскольку Северная Корея это что-то, что находится вне времени, потому что в Северную Корею, когда ты попадаешь, ты понимаешь, что ты где-то на лет 50-70 назад откатился. В этом видео я хочу рассказать конкретно о том, что я не смог записать, когда я был в Северной Корее, и о том, о чем я не мог говорить, поскольку там есть очень много таких тем, на которые лучше вообще не поднимать разговоры, и в том числе даже когда ты наедине, общаться с камерой, лучше об этом не разговаривать. Довольно много блогеров и русскоязычных, и англоязычных, можете посмотреть их всех на YouTube, которые были в Северной Корее, утверждают, что у них в отеле была прослушка. Лично я для себя об этом узнал уже после того, как прилетел из Северной Кореи, поэтому, к сожалению, сам я не проверил этот момент, поскольку просто я даже не предполагал, что в отеле может быть прослушка. Да, у меня в отеле тоже стояла такая тумбочка, которая вроде бы там управлялась радио, громкость радио, свет включался-выключался, но такая достаточно 2 больших таких тумбы, и вполне возможно, что это и были прослушивающие аппараты. У меня конкретно этого я не могу утверждать или опровергать, поскольку я не проверял эти там провода, все эти вещи, поэтому точно не могу сказать. Но у меня был такой один достаточно интересный случай. Дело в том, что у нас к нашей группе были привязаны 2 местных северокорейских гида. Женщина и мужчина, оба они представились как Джон, миссис Джон и мистер Джон. Скорее всего, это были, конечно, все не настоящие имена, но тем не менее, это так, как мы их называли. Также многие утверждают, что на самом деле эти гиды, они не просто гиды, они еще в то же время представители правоохранительных органов, то есть они заинтересованы как бы в слежке, в наблюдении, куда кто, где идет, чтобы никто нигде там какие-то данные не передал местным жителям или там, чтобы не было никакого взаимодействия между вот этими туристами, между нами и между местными жителями. И вот на следующий день, когда мы уже загрузились в автобус и собирались ехать, по-моему, в другой город, в Кэсон, ко мне подошел вот этот мужчина, мистер Джон, и начал задавать какие-то такие интересные вопросы. Я всю дорогу каждый день сидел на заднем сиденье, мне так было лучше видно, обзор был лучше. И он ко мне подходит назад и подсаживается и начинает какой-то такой мини-допрос. Роман, во сколько ты вчера заснул? А что ты вчера делал? То есть какие-то такие вопросы были, как будто он на самом деле понимал, что я делал и чем я занимался вечером после приезда в отель. Чем я занимался, вы можете посмотреть в моих предыдущих видео о Северной Корее, поскольку там вы увидите, что на последних минутах я просто садился за стол в своем номере отеля и начинал рассказывать о том, как прошел мой день. Конечно, если там действительно стоит эта прослушивающая аппаратура, то, естественно, он все это слышал. И поэтому и там я очень много раз упоминал и фамилии Ким Чен Ына, Ким Ир Сена, и об их вождях разговаривал все время, о политике и о всем остальном. И естественно, наверное, все-таки какая-то аппаратура там стоит, поскольку подойти так и просто спросить, а во сколько ты вчера спать лег, а чем ты занимался, а что ты делал, как-то не знаю, это у меня создало такое ощущение, что все-таки да, действительно там это стоит аппаратура. И интересно, конечно, мне было после того, как я приехал уже из Северной Кореи и как бы начал смотреть других блогеров, другие видео. Интересно было узнать, что да, много из них находили эту аппаратуру у себя в отелях, прослушивающую. То есть, скорее всего, да, можно сказать, что я почувствовал все-таки, что она действительно была и у меня в номере. То есть, вот такой факт, вот о чем я могу сказать, что касается прослушки в отелях в Пхеньяне.
Один из самых таких впечатляющих моментов, который со мной произошел там, связан также с этим гидом-мужчиной, с мистер Джоном. Даже не знаю, как правильно сейчас подобрать слов, чтобы это рассказать. В общем, за день до того гид-женщина, миссис Джон, когда она узнала, что я из Украины, она мне сказала: о, так ты говоришь по-русски. Я говорю: ну да, я говорю по-русски. Она сказала мне, что вот этот наш второй гид, мистер Джон, что он 10 лет там или сколько проучился в Москве, и он также ведет русскоязычные группы туристические, когда собираются туристические русскоязычные группы. И то есть ты можешь пойти поговорить с ним по-русски. Я говорю: хорошо, окей, подойду, потом пообщаюсь. Потом, помню, в автобусе вроде как, я решил обратиться к мистеру Джону по-русски, сказать: о, так вы говорите по-русски. Он чуть-чуть с недоумением посмотрел на меня и начал отвечать по-английски. Он говорит: о, no, it was a long time before, это было очень давно, что-то такое, то есть начал сочинять какую-то небылицу. Я говорю: ну, хоть пару слов вы-то помните, потому что ваша коллега сказала, что вы даже группу проводите, как вы можете не знать даже пару слов? Он: о, ну, типа, нет. Я сначала удивился, я подумал, как так вообще? Ну, она мне только что сказала, что он проводит русскоязычные группы, а он даже 2 слов сказать не может, не хочет, ну, как бы, обратиться ко мне, что-то сказать по-русски. И потом я вспомнил такой очень интересный момент. За день до нашей поездки в Северную Корею у нас был брифинг в нашем офисе вот этой компании, которая организовывает эту поездку в Китай, в Пекине. Там нам рассказывали много моментов, связанных с Северной Кореей, с тем, как там нужно себя вести, чтобы не было проблем и так далее. И в том числе один из моментов такой был интересный, что они с нами будут общаться только на том языке, на котором как бы у нас вот эта наша группа. То есть наша группа это англоязычная, даже если кто-то из вас знает корейский, пару слов да, но общаться они не будут с вами. Это строго им тоже запрещено. Вот такой интересный факт. Потом я это уже вспомнил, и потом я только понял, почему он со мной не захотел разговаривать на русском языке. То есть это в силу их каких-то внутренних инструкций, им запрещено разговаривать на каком-то другом языке, если это не язык общения вот этой группы. Ну, это действительно звучит как-то, не знаю, может это, не знаю, вам сейчас как-то не понять, я не могу передать своих эмоций, но представьте, что какой-то человек вот знает этот язык, и просто в силу того, что ему государство, либо какие-то, не знаю, внешние, внутренние инструкции, либо еще что-то запрещает вам общаться на этом языке. Тем более я уверен, раз он прожил 10 лет в Москве, он учился там, как она мне сказала, он разговаривает на русском даже намного лучше, чем на английском, потому что английский у обоих гидов, он был такой на уровне, ну не на очень хорошем уровне, видно, что они хорошо знают грамматику, достаточно слов, но они мало общаются, у них достаточно мало практики. Это действительно, ну вот если задуматься, когда ты находишься там, вот это все правила, и потом ты еще обращаешься к человеку, который разговаривает свободно на твоем языке, и он не хочет с тобой разговаривать на этом языке, точнее не может по каким-то причинам. Это тоже немножко, конечно, было так странноватенько, и это было достаточно впечатляюще. Плюс ко всему я подумал, вдруг я нарушил какие-то еще свои инструкции, и у меня какие-то проблемы будут просто из-за того, что я поговорил на русском. День, когда мы отправились в демилитаризованную зону, перед этим мы заехали в город Кэсон. Он находится прямо в этой зоне, то есть там нескольких километров от самой границы между Северной и Южной Кореей. И как и в каждом большом городе в Северной Корее, там есть памятники, монументы Ким Ир Сену и Ким Чен Иру. Мы отправились туда. В Кэсоне также, как и в Пхеньяне, достаточно большие эти монументы. И был момент, когда один турист из нашей группы, бритишанин, он подошел слишком близко, он начал как бы подниматься по ступеням и идти к этим монументам. Hello, gentlemen. Это не было достаточно даже близко, я не могу сказать, что это он там прям подошел туда близко, он просто начал, он был, я не знаю, мне кажется, там в метрах 200 еще от тех монументов, но тем не менее начали кричать наши гиды северокорейские на него, чтобы он немедленно остановился и вернулся назад, поскольку нельзя близко подходить к монументам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира без надобной на то причины. Это место для них это какое-то священное такое место, то есть ты не можешь просто какой-то турист, иностранец подойти там сфоткаться, селфи сделать, либо что-то такое. Если есть цель туда подойти, то нужно там поклониться, положить цветы, возложить. То есть там достаточно много инструкций, которые нужно выполнить для того, чтобы это сделать. И в целом для туристических групп, насколько я понимаю, это делается только в группах, то есть отдельно ты не можешь как-то подойти и сделать это. Соответственно, они начали ему кричать,
просить его вернуться, то есть, да, тоже такой интересный момент, насколько я помню, тогда меня это достаточно сильно впечатлило. Не знаю, мне интересно, были ли такие же правила при Советском Союзе, что нельзя было подойти к Ленину. Если вы жили в Советском Союзе или просто если знаете об этом, напишите в комментариях. Но я думаю, что таких правил не было, потому что никогда о них не слышал. Самолет, которым мы прилетели и также улетали из Северной Кореи, был Ту-204, достаточно старенький самолет. Когда я в него зашел, я удивился, потому что, достаточно все такое было старое, потрепанное, потертое. Мне вообще показалось, что этот самолет произведен был еще в Советском Союзе в 90-х, 80-х, и, может, просто в сравнении мне казалось, что самолет достаточно такой в потрепанном состоянии. Около 2 часов занял полет из Пекина в Пхеньян, и достаточно было, конечно, страшненько лететь. Приземляться особенно. Дело в том, что этим самолетом запрещено уже летать на территории Европы, Америки, большинства развитых стран, то есть они уже считаются очень сильно устаревшими, и вы не можете нигде летать этими самолетами. Поэтому, собственно, из Пхеньяна никуда больше попасть нельзя, не просто из-за санкций, которые наложены на Северную Корею, а в том числе еще и на самолеты, которыми владеет Северная Корея. То есть ими просто никуда нельзя летать уже. Из-за этого, конечно, был страх немножко передвигаться этим самолетом, тем более куча историй в интернете, как, по-моему, в 2017 году был случай, когда этот самолет начал прямо в воздухе разваливаться и в итоге вернулся из Пхеньяна обратно в аэропорт из-за того, что просто не смог продолжать полет. Поездка в среднюю школу имени Ким Чен Сук номер 1. Это то место, где мы могли, собственно, пообщаться с школьниками. Как нам дали понять, там учатся дети, которые особенно хорошо успевают в учебе. Мы сами это могли увидеть, так как они общались на английском достаточно хорошем. Именно тот класс, в который нас привели, там они, да, общались относительно других граждан Северной Кореи. Они достаточно хорошо общались на английском языке. Но то, что там меня удивило, в первую очередь, это то, что даже в том возрасте уже им вот эта промывка мозгов идет. Не знаю, может, промывка мозгов звучит как-то грубо, но действительно это то, что я могу сказать, потому что, общаясь с ними, у них единственная тема, к которой сводятся все разговоры. Они начинают прославлять своего лидера. Когда разговор доходил до, не знаю, каких-то даже таких других вещей по типу моей одежды, либо что-то такое, опять же они начинают рассказывать, что а вот нам наш дорогой вождь одежду дает бесплатно. То есть все разговоры так или иначе сводятся к одному, к тому, какие они великие, какой Ким Ир Сен замечательный, точнее Ким Чен Ын, Ким Ир Сен в том числе. И вот все на эту тему, все про это, все то, чтобы дать нам понять, что они счастливы, они понимают, что они самый великий народ, самый преуспевающий и так далее. И когда ты понимаешь, что это все целиком наоборот, это, конечно, печально. Я очень часто слышу вопрос, а не страшно ли было мне лететь в Северную Корею? Могу сказать с уверенностью, да, мне было страшно находиться в Северной Корее, а именно в тот день, когда я принял для себя решение, что я не пойду на монумент Ким Ир Сену и Ким Чен Иру в Пхеньяне, а также не поеду в мавзолей Ким Чен Ира и Ким Ир Сена. Также на брифинге в Пекине перед поездкой в Северную Корею, о котором я вам уже говорил, нам было сказано, что в третий день своей поездки мы отправимся на статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, а также в мавзолей, где хранятся забальзамированные тела Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Об этом было достаточно так отдельно сказано, поскольку это самые такие, наверное, важные места для северокорейских граждан, и поэтому очень важно было объяснить нам, как нужно себя там вести и так далее, чтобы не было, опять же, никаких последствий. Важным условием посещения данных мест было формальная одежда, то есть классическая одежда, хотя бы иметь галстук, длинная рубашка, брюки. И кроме этого, самым важным моментом был поклон. На монументе Ким Ир Сена и Ким Чен Ира нужно было поклониться один раз и возложить цветы к монументам. В мавзолее нам было заранее об этом сказано, что нужно будет поклониться 7 раз. 7 раз, то есть там расписано все по конкретно углам, я так понимаю, там поклон к ногам, к телу, к голове и так далее. Не знаю, как точно этот процесс, можете об этом всем в интернете поискать. За день до этого я принял для себя такое решение, что я не хочу ехать на эти объекты именно из-за этих причин. Особенно после того, как в первые 2 дня я увидел состояние всего того, что происходит в Пхеньяне,
в Северной Корее в целом. Я принял для себя такое решение, еще больше в нем убедился, что я не буду этого делать, я не буду кланяться ни статуям, ни телам в мавзолее. И, собственно, у меня был только один выход из этой всей ситуации, это сказать моему гиду, не северокорейскому, а у нас еще был гид, собственно, от компании китайской, он был венгр. Я просто в один момент подошел к нему за день до этой поездки и сказал, что так и так, к сожалению, я не смогу по собственным причинам поклониться ни в мавзолее, ни на монументах. И, собственно, все. Он мне сказал, хорошо, я дам знать северокорейским гидам, и как-то какое-то решение будет принято. Почему я принял такое решение для себя, я не хочу особенно рассказывать. Я думаю, кто понимает, тот и так поймет. Кто не понимает, тот подумайте и, возможно, тоже придете к какому-то решению. Почему я отказался кланяться этим гражданам. Я не могу сказать, что мне было действительно страшно, что я прям сидел и трясся, но мне было, да, действительно немножко не по себе, потому что, я думаю, многие знают, что за прошедшие года было несколько инцидентов, когда иностранцев в том числе задерживали за те или иные проступки, за те или иные вещи, которые не стоило было делать в Северной Корее. Я думаю, многие слышали о знаменитом деле, связанном с тем американским туристом, парнем, который пытался снять агитационный плакат в отеле и в итоге был задержан и приговорен к многим годам каторги. И достаточно много всяких разных случаев, когда за какое-то малейшее вроде неуважение, либо что-то такое к вождям, к их пропаганде, к их в целом структуре, к социальному строю, к политике, можно было действительно получить очень много проблем. Я действительно частично себя сравнивал с Отто Ворбером, это его имя, можете в интернете почитать про этот случай, там очень много информации просто. Сравнивал в основном потому, что, смотрите, он просто снял плакат и за плакат получил такой большой срок. Я же, если посмотреть на это с другой стороны, сделал намного больше. Я не захотел кланяться их, можно сказать, божеству. Именно поэтому у меня был повод думать, что я сделал, наверное, что-то еще более страшное. Хорошо, что я, конечно, заранее предупредил, но они также могли посчитать, что я проявляю какое-то неуважение к их вождям. Ах да, уже прошел год, только сейчас, рассказывая об этой ситуации, я вспомнил, что кроме этих двух ситуаций было еще два момента, когда мне было достаточно страшно. Тоже это связано с таким поклонами этим лидерам. И тоже это было тогда, когда я отказался это делать. Учитывая, что я предупредил их заранее и меня не было на этих местах, то это была не проблема, потому что я предупредил, и я ничего по сути не нарушил. Но впоследствии было 2 дня еще, два случая, когда мы ездили сначала в музей Корейской войны. Интересно было то, что на входе в этот музей опять находилась такая большая статуя Ким Ир Сену. И я помню потом, когда мы зашли в этот музей, нам что-то гид рассказал быстренько, и также выстроил нас всех в ряд. Да, всем пришлось поклониться, и тогда я уже не поклонился, потому что, хотя я и стоял вместе с ними, поскольку я уже принял решение, что я этого не буду делать, то я уже этого не буду делать. И тогда мне было действительно страшно, поскольку я помню, что они все стали в линию, там было человек, сколько нас, может 12-15 в группе, они все выстроились в линию, один я стоял чуть-чуть сзади, на меня смотрели эти северокорейские гиды, и я просто стоял, смотрел прямо, и я не поклонился даже подбородком. Тогда мне было действительно страшно, поскольку на меня тогда смотрели действительно вот эти северокорейские гиды, работники музея на меня смотрели. В музее самом несколько камер, я мог насчитать около 5 камер, я помню. То есть реально тут уже можно было приписать неуважение к вождю, неуважение и так далее. И тут мне было действительно страшно, но тем не менее обошлось, никто мне никаких претензий не предъявлял. Возможно тоже потому, что это не моя проблема. Я их предупредил до этого, и дал им понять, что я не собираюсь этого делать. То есть то, что вы меня туда привели и не сказали как-то постой в стороне или еще что-то, это ваши проблемы. Также на следующий день мы отправились еще на одно место, где также мне пришлось столкнуться с этой статуей Ким Ир Сену. Если я не ошибаюсь, это было место, так называемый университет Ким Ир Сена во время Корейской войны. То есть во время Корейской войны из Пхеньяна был перенесен университет, там где-то в полях он находится. Да, там достаточно красивое место, конечно, это все сделано сейчас как такое священное место также, потому что там учился Ким Ир Сен во время войны. Там тоже находится сейчас этот монумент,
И также гиды привезли нас, выстроили в линию. И это был второй момент, когда я не поклонился. На тот момент я уже как-то, не знаю, привык, уже свыкся с мыслью, хорошо, тюрьма так тюрьма, гулаг так гулаг, что поделаешь уже. Уже решение принято, уже что-то менять поздно. Поэтому такая вот удалась у меня интересная поездочка. Наверное, были какие-то еще другие моменты, но уже о них не могу сейчас вспомнить, поскольку прошло почти 1,5 года уже с момента моей поездки. И частично я много моментов каких-то таких маленьких уже подзабыл, хотя их было действительно очень много, и каждый момент по-своему уникальный. А когда сейчас я вспомнил такой интересный тоже момент, в супермаркет, который нас привезли, там достаточно большой такой гипермаркет, я бы даже сказал. К сожалению, там тоже была запрещена в центре съемка. Но я увидел, там стоял целый прям холодильник украинского мороженого. Это было действительно как-то для меня очень странно. Я не совсем понимал вообще, где реальность, где нереальность. Потому что, где Украина и где Северная Корея? Это достаточно так далекие друг от друга страны. Им же можно было запросто там китайское мороженое привезти, российское даже мороженое, там до России не так далеко, с Владивостока или там, с какого-то ближнего города. Если у меня есть какие-то зрители, логисты, которые разбираются в этих всех вещах, напишите в комментарии тоже, что это вообще было и почему как украинское мороженое могло оказаться в Северной Корее, в Пхеньяне. Потому что меня это очень сильно удивило. Если у вас какие-то остались вопросы от моей поездки, обязательно напишите в комментарии, я буду отвечать на все вопросы, потому что мне интересно самому донести людям о своем опыте, о том, что я там увидел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, следите за новыми видео и увидимся с вами скоро в новых выпусках.